Глава 206. Демон бездны. Все произошло слишком быстро. К этому никто не был готов. Приказу безмольного правителя страны Южного Лета подчинился даже маркиз Божественного Ветра, что уж говорить о небольших семьях центрального города. Задание очень опасное, и мэр явно воспользуется шансом расправиться с тобой. Даже если он не сможет погубить тебя, он попытается подрезать тебе крылья. Мэр уже ушел, и на прекрасном лице Мэн Цин проступило волнение. Думаю, ты на хорошем счету у маркиза Божественного Ветра, так что он может решить проблему, не так ли? Приказ правителя опасен, ты не должен попасть в беду. Чутянь нехорошо улыбнулся. Молодая госпожа беспокоится обо мне. Считай так, если хочешь. Белые щеки Мэн Цину слегка покраснели, она отвела взгляд и мягко кашлянула. Ты президент, и все мы зависим от тебя. Торговое чудо в критической точке развития, мы не можем допустить несчастных случаев. Более того, все знают, как хитростью увести тигра от горы. Если ты уйдешь с маркизом Божественного Ветра, наши позиции в центральном государстве ослабнут, а она очень не хочет выдавать себя. Она беспокоится обо мне, но не признается в этом. Чутянь действительно оказал маркизу Божественного Ветра услугу и теперь мог воспользоваться этим. Хотя безмолвный правитель был безжалостным, маркиз Божественного Ветра все же был важной фигурой в стране Южного Лета. Даже если безмолвный правитель проигнорирует остальных, к маркизу Божественного Ветра ему придется отнестись с уважением. 3 правителя страны Южного Лета и 8 маркизов. 3 правителя управляли имперским городом, а 8 маркизов — окружающими государствами. Хотя правитель стоял выше маркиза, статус маркиза все равно оставался важным. Возможности влекут опасность, странным тоном произнес Чутянь. Я приму решение, когда пойму, что происходит. Считали ли они Чутяня глупым? Конечно же, он не будет рисковать жизнью, если рисков будет больше, чем выгоды. Пылающий демонический камень, описанный в приказе, очень заинтересовал Чутяня. Пылающий демонический камень, упавший с неба, уничтожил целый город и убил больше 1 миллиона граждан. Выжившие лишились домов, а местные демоны пробудились. Что это за демонический камень? Почему он такой сильный? Он должен был все понять, прежде чем принять решение. Президент Чу, молодая госпожа Фэн просит тебя приехать. Посмотрим на материалы, которые они должны были получить. Фэн Цайды, Наньгун Юнь и Юнь Я вели частный разговор. Все они были лучшими талантами центрального государства, которым предстояло помочь громовому государству. Маркиз Божественного Ветра сообщил секретную информацию и передал приказ правителя. Господи! 2 миллиона жертв. И 4-5 миллионов бездомных. Наньгун Юнь, узнавшая детали, оторопела. Приказ правителя звучал не так сурово. Фэн Цайды покачала головой. Приказ правителя — публичный документ, поэтому в нем последствия смягчены. Но пострадала 5-я часть жителей громового государства. Это всего лишь демонический камень, откуда в нем такая сила? Юнь-Я тоже была шокирована. Безмолвный правитель подготовил святое лекарство 2-го уровня, которое получит человек, у которого будет больше всего заслуг. Святое лекарство 2-го уровня, оно могло помочь даже экспертам истинной души. Безмолвный правитель был одним из 3 правителей страны Южного Лета, и его дары не были обычными. Фэн Цайды кивнула. Это лишь основная награда. Те, кто заслужит признания безмольного правителя, получат нечто более ценное. Точно, безмолвный правитель был одним из 3 правителей страны Южного Лета. Он был даже важнее министра страны Южного Лета. Что могло быть важнее признания безмольного правителя? Уже одно то, что безмолвный правитель вспомнил их имена, было хорошо, эта миссия считалась шансом. В этот миг вместе с Мэн Цин у Ичэнь Бин Юй вошел Чутянь. Наньгун Юнь позвала их. «Босс, посмотри. Нас ждет неплохое событие». Наньгун Юнь любила как создавать проблемы, так и рисковать. Мэн Цин быстро просмотрела информацию и поразилась. Трудно было в это поверить. Почему эта странная катастрофа произошла так неожиданно? Она была слишком страшной. Неизвестно, как изменилась бы их жизнь, случись это в центральном государстве. Мир оказался не таким спокойным, каким они представляли. Нахмурив брови, Чутянь задумался. А есть подробное описание демонического камня. Вошел маркиз Божественного Ветра и слабо улыбнулся Чутяню. Некоторые видели его издалека. Он напоминал метеорит, падающий с неба, покрытый зеленым пламенем. Он рухнул прямо в город, причинив серьезный ущерб. Разрушительная мощь оказалась слишком велика, и рядом с местом приземления трудно было найти выживших. Метеорит, покрытый зеленым пламенем, просто взял и упал в центр города. Чутянь слегка нахмурил брови. Маркиз Божественного Ветра заметил это, и его сердце дрогнуло. Чутянь что-то знает. Его дочь восхищалась знаниями Чутяня, а это значило, что знал он много. Если они смогут узнать истинную природу демонического камня, им не придется действовать вслепую.
Сильнее всего безмольного правителя беспокоит, что он не знает, что это такое. Это стихийное бедствие или катастрофа, созданная человеческими руками. Какие нас ждут последствия? Чутянь кивнул. Что случилось в окрестностях, когда упал демонический камень? Некоторые видели чудовищ, покрытых зеленым огнем, которые напали на солдат и окружающие города. Маркиз Божественного Ветра на секунду замолчал. И да, говорят, что погибшие мирные жители восстали из мертвых. Тела их полностью обожжены, а из глаз исходит зеленый огонь. Они нападают на тех, кто рядом. Какие у тебя предположения? Даже думать не надо. Прямо ответил Чутянь. Это демон бездны. Все замерли. Демон бездны. Какое странное имя. Мир, в котором мы живем, образовался после разлома Великого Древнего континента. Трещины образовали множество пропастей, наполненных холодом и темнотой. Чутянь сделал паузу. Этот бесконечный пустой мир и называется бездной. Наньгун Юнь и Фэн Цай заволновались. Они еще никогда о ней не слышали. Маркиз Божественного Ветра полюбопытствовал. Что за демон бездны? Чутянь ответил. Бездна кажется пустой, но в ней есть бесчисленные формы жизни. Очень древние формы жизни, некоторые появились еще до того, как великий древний континент раскололо трещинами. Но бездна бесплодна, там не хватает ресурсов. Формы жизни, рождающиеся в бесплодной пустыне, невероятно сильны и жестоки. Убийство и грабеж стали частью их природы еще миллионы лет назад. Мы называем их демонами. Дело было не в том, что Маркиз Божественного Ветра не верил Чутянь. Что касается теории о других мирах, они не предоставляли доказательства. Не говоря уж о доказательствах существования так называемой бездны. Почему ты уверен, что это демон бездны? Во-первых, перед ним, как с неба упал метеорит, в громовом государстве появился разлом. Во-вторых, человеческая деятельность охватывает миллионы земель, а метеорит упал прямо в центр города. Ты же не считаешь это совпадением? Наньгун Юнь потерла подбородок. Это явно не совпадение. В-третьих, демонический камень повредил большой участок земли, пробудил множество демонических зверей и даже взял под контроль мертвецов. В этом замешана демоническая сила. Эти злые существа стали нападать на близлежащие города. Значит, ими что-то управляет. Маркиз Божественного Ветра был потрясен до глубины души. Он никогда не думал, что услышит о подобном. Слова Чутяня были весомыми. Сказав это, Чутянь спросил, что планирует делать безмолвный правитель. 3 государства будут атаковать с 3 направлений. Сначала вернем захваченные города, а потом, превратив их в лагеря беженцев, уничтожим чудовищ. Как только у нас окажутся внешние регионы, а враги окажутся в кольце, мы нападем на главный город и уничтожим существо, что там сидит. План кажется безопасным, но это большая ошибка. Все поникли. Безмолвный правитель был для страны Южного Лета военным богом, но Чутянь фактически пошел ему наперекор. Если об этом узнают, Чутянь не сносить головы. Демон бездны выбрался из трещины недавно, поэтому у него должно быть мало жизненной силы. Какое-то время ему придется восстанавливаться. Чтобы прийти в себя, ему нужно поглотить много энергии крови и энергии жизни, поэтому он выбрал густонаселенный регион. Злые духи должны лишь собрать как можно больше энергии крови и духовной энергии, чтобы он пришел в себя, и на время ввести нас в заблуждение. Ты хочешь сказать, что нужно как можно скорее захватить демона бездны, который только что выбрался из расщелины. Нельзя терять ни минуты. Сделав паузу, Чутянь подчеркнул. Если мы будем ждать еще 2 недели, его не сможет остановить даже сам безмолвный правитель. Маркиз Божественного Ветра сказал, чудовищ слишком много, если мы атакуем лидера, то будет немало жертв. Более того, армия не окажется в ловушке, если чудовища окружат ее. Другого выбора нет, у нас лишь один шанс. Мы должны решить основную проблему, убив демона бездны, а потом победить пешек будет уже легче. Прямо заявил Чутянь. Если безмолвный правитель не последует моему совету, мне лучше остаться в центральном государстве. Я не хочу умереть вместе с вами. Наньгун Юнь сказала, если босс не пойдет, я тоже не пойду. Она верила в Чутяня. Если Чутянь сказал, что им грозит смерть, не стоит рисковать жизнью, Маркиз Божественного Ветра задумался. Я сообщу все безмольному правителю спустя несколько часов. В имперском городе, в стране Южного Лета. В строго охраняемом особняке. В главный зал вошел человек в кроваво-красной броне и с почтением преклонил колени у двери. Сообщаю безмольному правителю, Маркиз Божественного Ветра отправил срочное сообщение с камнем Тысячели. Камень Тысячели был очень дорогим, в каждом округе было лишь несколько таких камней. Страна Южного Лета охватывала лишь несколько десятков тысяч километров, на которых жили всего 200 миллионов человек.
Вести переписку было неудобно. Если в округе что-то случалось, в имперском городе об этом узнавали слишком поздно. Камень тысячи применялся для отправки наиболее важных военных донесений, например, об иностранном вторжении или катастрофе громового государства. Это позволяло имперскому городу быть в курсе дел. Если центральное государство воспользовалось камнем тысячи, то это было крайне важное донесение. Безмолвный правитель получил донесение маркиза Божественного Ветра. Прочитав его, он нахмурил брови. Поколебавшись, он спросил: «Чутянь?» Самое обычное имя, которое безмолвный правитель слышал впервые. Маркиз Божественного Ветра — разумный человек. Раз он так верит в этого юношу, значит, и юноша необычный. Но безмолвный правитель все равно считал такую стратегию слишком безумной. Нападать на врага, не зная о нем ничего, было опасно. Позовите великого ученого. Через 10 минут в главный зал вошел моложавый старик с седыми волосами. Безмолвный правитель изложил ему ситуацию, что великий ученый думает об этом. Гоу Цин Цу, лучший ученый страны Южного Лета, поколебавшись, ответил: «Не знаю, о ком ты говоришь, но он проницателен. Другие миры существуют, как и бездна, но вот демон бездны. В этом я не уверен. Я уверен, что лучше поверить, раз уж мы столкнулись с неизвестным существом». Получив подтверждение великого ученого, безмолвный правитель уже не колебался. Стратегия изменилась. Отправьте особого посланника. Пусть доставят в громовое государство жетон правителя. Несколько стражников в кроваво-красной броне сразу же бросились выполнять приказ. Безмолвный боевой монарх снова посмотрел на донесение. Юноша, который нашел ответ на извечный вопрос: «Надеюсь, ты прав и не разочаруешь меня». Глава 207. Проклятое озеро. Следующим утром в штаб-квартире торгового чуда. Прошлой ночью Чутянь отдал Мэн Цин несколько предметов. Все они, как и устройство электромагнитной связи, имели отношение к торговому чуду. Исследования секты Юнь не должны были прерываться. Пока Чутяня не будет в центральном государстве, за это будет отвечать Мэн Цину. В новой секте Юнь было больше сотни лучших ученых, которые отвечали за выявление недостатков, устранение дефектов и тестирование, приносящие данные. Данные эти они применяли для корректирования своих исследований. У Мэн Цин был духовный источник в виде небесной книги, которая повышала ее интеллект и экономила ее время. Она превзошла обычных ученых, лишь изучив воспоминания небесной книги. Это позволяло ей отвечать за Юнь Тяньхэ и поддерживать его. Это вселяло в Чутяня уверенность. На лице Мэн Цин увиднелся угрюмый взгляд. То есть, ты решил пойти до конца? Это не связано с приказом безмольного правителя, загадочно улыбнулся Чутянь. Я действительно очень заинтересован в миссии, точнее в демоне бездны, который упал в громовое государство. Возможно, на его теле есть то, что мне нужно. Ты даже не знаешь, насколько он силен, и так легко рискуешь собственной жизнью. Успокойся, у меня есть секретное оружие, разведенная кровь духовного бога отлично боролась не только с проклятиями, но и с демонами. Демон бездны прибыл несколько дней назад, так что он должен был быть не таким сильным. Она знала Чутяня не первый день, она знала, что он сдерживает обещания. Раз он сказал, что собирается идти, она уже не могла его остановить. Мэн Цин была умной. Раз она не могла остановить его, оставалось лишь поддержать его. Что тебе нужно? Я помогу тебе подготовиться. Мне нужны звериная шкура высшего класса и кованый серебряный кол. Чутянь перечислил много материалов. Мэн Цин поняла, что эти материалы понадобятся для создания массива. Нынешние силы торгового чуда не позволяли так легко их найти, поэтому она позвонила другим людям, чтобы достать их. Чутянь. Чутянь. Вошла встревоженная Мэн Ин. Я видела объявление. Ты действительно собираешься в громовое государство? Чутянь кивнул. Я уезжаю сегодня вечером. Мэн Ин тут же выкрикнула: «Возьми меня с собой». Ин. Жестко произнесла Мэн Цину, пристально глядя на нее красивыми глазами. Хватит творить хаос. Я не творю хаос. Мэн Ин решительно схватила Чутяня за руку. Я хочу пойти с тобой и посмотреть. Я никогда не выезжала за пределы столицы. Громовое государство в 10 тысячах миль отсюда. Разве мне не пригодится опыт? Нет. Обычно Мэн Цин была нежной, но теперь стала серьезной, сильной и решительной. Чутянь отправляется на важную миссию, и это не игра. Ты хочешь отвлекать Чутяня? У меня тоже есть миссия. Мэн Ин старалась не смотреть на старшую сестру. Спрятавшись за спиной Чутяня, она с ликующим видом произнесла:
Чтобы производить консервы, мы сотрудничаем с великим генералом, поэтому нашей продукции становится все больше. Рано или поздно нам придется выйти за пределы центрального государства. Сейчас в громовом государстве сосредоточены военные, это отличная возможность занять рынок. Неужели ты так не думаешь? Чутянь. Девушка энергично подмигнула Чутяню. Мэн Цин не желала соглашаться с младшей сестрой, чтобы она не предложила. В конце концов, младшая сестра была самым важным членом семьи Мэн. Мэн Цин не позволила бы ей идти навстречу опасности. Подумай об этом, молодая госпожа. И уже на 3-м уровне пробужденной души она достигла царства бриллиантового тела. Такая оборона остановит любого. Чутянь встал на сторону Мэн Ин. Ин хочет попытаться, поэтому пусть идет. Я позову Линь Му и Фан Ханя, чтобы они ее защищали. Она будет вне зоны бедствия, проблем не будет, Мэн Ин обладала бессмертным звездным телом. Пусть ее боевая мощь и не была высокой, однако оборонительная мощь действительно была очень сильной, ей не мог причинить боль даже обычный культиватор 4-го уровня пробужденной души. Опасность ей не грозила. Мэн Цину нахмурила брови и нерешительно начала. Это, Чутянь сказал, Ин не может всегда жить в безопасной среде, и ей лучше увидеть зону бедствия. Она со мной, все будет хорошо. Стиснув зубы, Мэн Цину уставилась на младшую сестру и сказала: «Ты должна слушаться Чутянять». «Да. Да здравствует Чутянь». Так легко все решил. Мэн Ин радостно побежала к дверям. «Мне нужно собраться». Мэн Цин заметила, как у нее болит голова. «Считай это испытанием. Чутянь не видел в этом ничего неправильного. Рано или поздно мы выйдем за пределы центрального государства и даже за пределы страны Южного лета. В будущем нас ждет много неизвестных опасностей, Мэн Цину не нашла, что и сказать. Если им будут поддерживать лидеры наемников, это и правда не будет так опасно. К тому же, Мэн Ин была права. Катастрофа действительно была возможностью расширить бизнес, проникнуть в 3 другие государства, повысить влияние компании и проложить новые рыночные магистрали за пределы центрального государства. «Я оставлю тебе для защиты трупов Инь», — сказал Чутянь тоном, не терпящим возражений. «А меня сможет защитить Чэнь Бин Юй, молодая госпожа уже научилась создавать массив с помощью трупов Инь». 18 трупов Инь, закаленных божественной кровью, были замечательными. Если Чутянь с их помощью создавал массив, то они превосходили даже эксперта 5-го уровня пробужденной души. А остановить могли даже эксперта 6-го уровня пробужденной души. Молодая госпожа обладала бессмертным звездным телом и 18 трупами Инь, так что о безопасности можно было не беспокоиться. Миссия была важной, но если все пойдет по плану Чутяня, то она не займет много времени. Потребуется всего 7-8 дней, а действовать в такое время не посмеют даже 3 великие семьи. Даже если они что-то предпримут, в центральном городе останутся Юнь Тяньхэ и Сюну Цзи, которые могли им помешать. Чутянь нашел Чэнь Бин Юй в тренировочном зале. Чэнь Бин Юй была последовательницей Чутяня, который устранил недостаток ее культивационного метода и помог ей стать сильнее. И теперь она была в шаге от прорыва. Чэнь Бин Юй была уже на пике 8-го уровня пробужденной души. Можно представить, какой она была сильна, Чутянь ничего не говорил. Чэнь Бин Юй взяла инициативу на себя и сама предложила Чутяню защиту, что удивило его. Кажется, эта красивая девушка без ума влюбилась в него. С другой стороны, даже если он столкнется с худшим развитием событий, сверхмощный телохранитель поможет ему спастись. В тот же день. Сумерки. Все собрались в доке центрального государства. Мэн Цин получила все материалы, необходимые Чутяню, которого ожидали 3 дня морского путешествия. Мэн Ин приказала наемникам подземелья отправить больше сотни ящиков с консервами в качестве поддержки от торгового чуда. Это поприветствовали все солдаты. Насколько драгоценными были консервы торгового чуда? Все они продавались в центральном государстве, и приобрести их было трудно. Цена консервов на черном рынке увеличивалась в 4-5 раз, и обычные люди были лишены возможности попробовать их. 100 ящиков Мэн Ин подняли моральный дух людей. В миссии по оказанию помощи во время стихийных бедствий первостепенное значение имела скорость. Даже приказ правителя велел им не бездельничать, а действовать как можно скорее. Маркиз Божественного Ветра собрал 1000 человек и 500 кавалеристов и сам готовился как можно скорее добраться до громового государства. Армия последует плану Чутяня. Игнорируя захваченные города, они проникнут в самый центр зоны бедствия. Громовое государство поможет армии охранять тыл. Если авангард армии столкнется с чем-то в зоне бедствия, то получит поддержку и в случае надобности легко отступит. Корабль прибыл. К берегу медленно приближались 5 гигантских кораблей. Чутянь впервые видел корабли так близко. Корабль был очень древним и сделан был из древесины.
Но различные массивы, выгравированные на корабле, уменьшали его вес, увеличивали скорость и укрепляли корпус. Главный корабль был немного больше, в длину достигал 50 метров, в ширину 12 метров, а мачта была высотой с 30 метров. Весил корабль около 600-700 тонн. 9 мест на нижней палубе предназначались для кавалерии, а 5 кают на верхней палубе были обычными каютами. Даже этот колоссальный флагман мог вместить лишь 400 человек. Таков был его предел. Наньгун Юнь полюбопытствовала: «Мы поплывем в громовое государство. Мы поплывем на корабле», — объяснила Юнь Я. Громовое государство расположено на северо-востоке, а на востоке от центрального государства расположен горный хребет, который с северной стороны огибает озеро. Мы не можем пройти через земли демонических зверей, что расположены на востоке, потому что демонических зверей там больше, чем людей в центральном государстве. Плыть по воде гораздо удобнее. Это самые быстрые корабли центрального государства. Фэн Цайде впервые путешествовала, поэтому была очень взволнована. Корпус построен из прочного материала, на котором выгравированы массивы падающего пера, что значительно уменьшают вес. На паруса выгравированы массивы ветра, поэтому даже в штиль ветер будет гнать нас вперед. Скорость движения составляет 60 км в час, а максимальная скорость — 80 км в час. Услышав это, Мэнин принялась загибать пальцы. Раз путешествие будет гладким, то мы будем в громовом государстве через 2 дня. Так быстро. Это был самый передовой военный корабль. Чутянь беспомощно вздохнул. Маркиз Божественного Ветра даже нашел проводника. Это был старый матрос, который больше 20 лет плавал по озеру 4 государств, поэтому знал все пути. Приготовьтесь к отплытию. Команда Чутянь поднялась на главный корабль. От волнения личико Мэн Ин покраснела. Стоя на палубе, она вытянула руки и громко выкрикнула: «Сестра, будь уверена. Я вернусь в целости и сохранности. Ин займется развитием бизнеса в других государствах. Не волнуйся и покупай корабли для поставки консервов». Мэн Цину наблюдала, как исчезает вдали ее младшая сестра, и на лице у нее показалась беспомощная улыбка. Контролировать девочку становилось все труднее. Озеро 4 государств было крупнейшим озером страны Южного Лета. Оно граничило с 4 государствами, поэтому и получило такое название. Озером было спокойным, там ничего не происходило, поэтому момент выдался удачный. Покинув центральное государство, 5 военных кораблей плыли еще 7-8 часов. Мэн Ин и Наньгунь Юнь с криками бегали по палубе. Когда наступила ночь, у них не осталось энергии, и они отправились в каюту, чтобы вместе с остальными поужинать консервами. Сегодня они Чутяня не видели. Юнь Я объяснила, что Чутянь заперся в каюте и к чему-то готовится. Он был очень загадочным, и обе к этому уже привыкли. В этот миг вошел старик с взволнованным лицом. «Маркиз! Маркиз! Я должен сообщить нечто важное». «Что такое?» Немного удивился маркиз Божественного Ветра, увидев старика. Это и был проводник, которого они нашли, опытный старый моряк. «Мы не можем двигаться вперед», — глухо произнес старик. «Если мы не остановимся, то окажемся в зоне смерти. Это кладбище кораблей, место озера богов. Запретная зона озера 4 государств». Маркиз Божественного Ветра спросил у капитана, сколько времени понадобится на обход. «Около дня». Маркиз Божественного Ветра нахмурился. «Ты раньше слышал о запретной зоне?» «Это». «Я слышал лишь слухи», — кивнул капитан. «Это запретная зона озера. Место безветренное, поэтому корабли не двигаются с места. Она известна как кладбище кораблей, для обычного корабля это было проблемой. А 5 военных кораблей были очень продвинутыми, и какое значение для них имело отсутствие ветра, старый матрос рухнул на колени. «Маркиз, мы не можем плыть». Никто не выплыл оттуда живым. Это территория богов озера. Если мы вторгнемся к богам озера, они нас накажут. Маркиз Божественного Ветра спросил, что за боги озера. Капитан презрительно отозвался. Обычные военные корабли и корабли торговцев обходят это место, потому что там нет ветра, потому что там опасно. Пираты очень жестоки. Страна Южного Лета пыталась взять их в плен, но сдалась. А боги озера — это чепуха. Озеро 4 государств было очень широким и походило на океан, так что было бы странно не обнаружить здесь пиратов. Но их сила была силой обычных людей. Разве маркиз Божественного Ветра может их бояться? «На обход времени нет», — приказал маркиз Божественного Ветра. «Мы не будем менять маршрут. Плывем вперед». Старый проводник рывком сел на пол. «Все, конечно. Все кончено». От страха его лицо стало бледным, а штаны — мокрыми.
Глава 208. Таинственные пираты. Приближался рассвет, на светло-голубом небе еще горело несколько звезд. Озеро покрывал туман, похожий на тонкий слой серебристого газа. Горизонт заполонили красно-розовые облака, горизонт словно пропитался кровью и стал алым. 5 военных кораблей неутомимо двигались вперед. Примерно через полчаса 5 военных кораблей вошли в особую зону, где совсем не было ветра. Если бы не паруса ветра, корабли совсем не смогли бы плыть дальше. Мэн Ин, сжимая в руке консервную банку с подогретой едой, зевала и шагала по палубе. Глубоко вздохнув, она увидела в светлом тумане очертания кораблей. Сколько кораблей! Удивленно воскликнула Мэн Ин. Перед ними виднелось много древних кораблей. Здесь были торговые суда, гражданские корабли, военные корабли всех габаритов и форм. Были и довольно старые корабли, на которых сгнило даже дерево и железо. Они находились здесь уже больше 100 лет. Откуда эти корабли взялись? Возможно, их истощил шторм, который и загнал их сюда. Обычные корабли, вступающие в безветренную область, уже не могли покинуть эти воды и оставались здесь гнить. Но их было слишком много. Беглый взгляд открыл ей больше 100 кораблей. Сколько же их было на самом деле, впереди загудел рог. Потеряв глаза, Мэнин всмотрелась в туман. И заметила 7-8 огромных черных линкоров, которые медленно приближались к военным кораблям, намереваясь окружить их. Видимо, черные корабли могли передвигаться безо всякого ветра. Раздались боевые сигналы. Что-то происходит. Из кают выбежали солдаты, вооруженные арбалетами. Подготовив баллисты, они были полны решимости сражаться. Это был самый передовой военный корабль страны Южного лета, так что оружия на борту хватало. В борту корабля виднелись амбразуры. На каждом корабле было больше 60 арбалетов, причем каждый из них стрелял 2-метровыми стрелами. Для стрельбы они использовали сильные энергетические кристаллы, так что стрелы могли лететь и 2000 метров. Стоили такие стрелы дорого, потому что убивали врагов не проникающей способностью, а взрывами кристаллов. Чтобы потопить обычный корабль среднего размера, было достаточно и 12 стрел. Ха! Как смело! Уже много лет никто не заплывал на территорию богов озера. Но вы посмели заплыть, поэтому испытайте мощь огромной акулы на себе. Странности озадачили Чутяня, поэтому он вышел на палубу. Наньгун, Юнь и Мэн и обрадовались. «Чутянь, ты вовремя. Мы столкнулись с пиратами». «Пираты». Чутянь посмотрел на маячившие впереди черные корабли. «Пиратов довольно много, 2-3 тысячи». «Никогда не думал, что так выйдет», — спокойно сказал маркиз Божественного Ветра, окружённый пугающей духовной энергией. «Никогда не думал, что в стране Южного Лета найдется такая страшная сила». Хоть голос маркиза Божественного Ветра был негромким, но враги его услышали. Банда огромной акулы отправила 10 линкоров. Корабли были небольшими, но везли много пассажиров, так что пиратов было 2-3 тысячи человек. Одеты они были неопрятно, как варвары, и это придавало им вид беспринципных дикарей. Вперед! А их корабль хорош. Принесем их в жертву богам озера. Вперед, и не смейте разрушать корабль. На пиратских кораблях загудел боевой рог. Несколько сотен пиратов, вооружившись оружием и крюками, прыгнули в воду. Все были поражены. Зачем они прыгнули в воду? Каждый из них был одет в тяжелые доспехи, их взглядом представилось потрясающее зрелище. Пираты не погрузились в воду. Их ноги оперлись на водную поверхность. Неожиданно на спокойном озере появилась волна, и они, стремительно обходя военные корабли, понеслись на гребне волны вперед. Интересно. Они культивируют довольно странную технику. Чутянь понял, что пираты, раз уже не могут передвигаться по воде, обладают особой культивационной техникой. Кажется, у банды огромной акулы было довольно необычное наследие. Убить. Нападали пираты агрессивно, их крюки были готовы уцепиться за борта кораблей. Но не успели пираты приблизиться, как с 5 боевых кораблей полетела туча стрел. В меня попала стрела. Скорее, помогите мне. Пираты столкнулись с лучшими солдатами центрального города. Разве может их разношерстная команда ограбить такую цель? Их тут же заставили отступить. Проклятие. Ради богов озера. Ради банды огромной акулы. Пираты взревели, многие призвали духовные источники. Духовный источник у всех был один и тот же — огромная акула. Уклоняясь от стрел, они помчались вперед еще быстрее, чем прежде. Культивационный уровень пиратов оказался не самым низким, потому что призвать духовный источник мог лишь культиватор 9-го уровня совершенного тела.
60% пиратов обладали силой культиваторов пробужденной души, причем каждый 10-й был экспертом 9-го уровня совершенного тела, и вдруг озеро вспыхнуло духовной энергией. Маркиз Божественного Ветра оторвался от палубы и прыгнул в воздух. Он подпрыгнул, и воздух в радиусе нескольких километров словно разорвало. Там, где пролетал Маркиз Божественного Ветра, озерная гладь словно раскалывалась пополам. Маркиз Божественного Ветра вскинул руки, и в них появился огромный голубой меч ветра. Он разрушал все на своем пути, раздалось 10 щелчков, и мачты пиратских кораблей аккуратно надломились. Мощь Маркиза Божественного Ветра накрыла все озеро, словно голубые драконы. Образовались 30-метровые смерчи, которые в ширину достигали 100 метров. Мачты рухнули на палубу и придавили пиратов. Тут же пиратские корабли опрокинуло мощным ветром. Плохи дела. Отступаем. Отступаем. Маркиз Божественного Ветра оказался слишком быстрым. Сначала он надломил мачты 10 кораблей, а потом создал сокрушительные огромные смерчи. Нет. Грядет шторм. Быстро. Ныряйте. Смерч врезался в первый корабль, и его опрокинула устрашающая сила. Смерч двинулся ко второму кораблю и без колебаний опрокинул его. Третий корабль, четвертый корабль. 10-й корабль. В считанные секунды корабли были опрокинуты. Взлетая в воздух, бесчисленные люди жалко кричали и падали в воду, словно дождь. Мощная волна нарушила спокойствие озера. Это был самый настоящий хаос. Мэнин была поражена. Эти корабли весят по несколько тонн, но Маркиз опрокинул их всего за секунду. Какая мощь! Даже солдаты были поражены. Могущественный эксперт пробужденной души мог бы пробить днище корабля. А Маркиз Божественного Ветра опрокинул 10 кораблей весом по несколько тонн. Что это за мощь? Он действительно был сильнейшим человеком в центральном государстве, шторм породил хаос. Чутянь ощущал, как волны качают их корабль. Там, где промчался синий смерч, корабли рассыпались на куски, а пираты разбежались во все стороны. Мэнин сказала: «Кажется, они вот-вот утонут». Кивнув, Чутянь промолчал. И вдруг заметил кое-что странное. Несмотря на то, что корабли разломало на куски, на поверхности воды плавали бесчисленные деревянные обломки. Обычно тонущие люди пытаются найти что-то, что удержит их на плаву. Особенно в таких ситуациях. Чутянь был потрясен до глубины души. Пираты не цеплялись за деревянные обломки, а ныряли в озеро. Люди, которые были на кораблях, бросили оружие и исчезли в озерных глубинах. Несколько тысяч человек, все они исчезли под водой, на поверхности воды показалась кровь раненых пиратов. Она разительно отличалась от крови обычных людей, потому что была фиолетовой. Завидев это странное зрелище, Маркиз Божественного Ветра унял шторм. Не успел он присмотреться, как впереди раздался ужасающий громкий рев. Что за эксперт вторгся на территорию банды огромной акулы? Неужели ты не боишься разозлить богов озера? Громкий голос был настолько отчетливым, что заглушил шум волн. В этот миг Чэнь Бин Юй, которая до этого не интересовалась происходящим, открыла глаза, и на лице у нее мелькнуло замешательство. Среди пиратов есть эксперт истинной души. Невозможно, все были поражены. В центральном государстве было всего несколько экспертов истинной души. Если это действительно был эксперт истинной души, почему он решил стать пиратом? Его бы уважали в любом крае страны Южного Лета, его уважали бы тысячи людей. На волнах показался крепко сложенный мужчина, за спиной которого виднелся трезубец. Волосы были дико растрепаны, а лицо скрывалось за бородой. Грудь была оголена, а кожа была голубовато-синей. Он выглядел как самый настоящий варвар. Пятый мастер. Пятый мастер пришел нас спасти. Когда появился крепко сложенный мужчина, эксперт истинной души, пираты один за другим повыскакивали из воды. Они не утонули, а лишь прятались под водой. На лице Нангун Юнь отпечатался шок. Я думала, они все умерли, но они, кажется, еще живы. Но как они так долго продержались без воздуха? Фэн Цайда нахмурилась. Неужели банда огромной акулы культивирует технику черепахи? Если да, то они могут долго обходиться без воздуха. Это не культивационная техника, это как-то связано с их телами. Наконец-то Чутянь кое-что понял, и его губы искривила слабая улыбка. Неудивительно, что они так долго бесчинствуют в озере 4 государств, а их до сих пор не уничтожили. Кажется, вечер перестает быть томным. Наньгун, помоги мне кое-что подготовить. Я должен кое-что проверить. Если мои догадки верны, то эти парни могут оказаться весьма ценными. Глава 209. Банда огромной акулы. Куда бы ни шел огромный бородач, вокруг него бурлила вода.
Приглядевшись, можно было увидеть, что бородач плывет, оседлав огромную акулу. Акула, созданная из энергии воды, передвигалась в воде невероятно быстро. Потерпели крушение 10 кораблей, а в воду рухнуло больше 1000 человек. Жертв оказалось много. С мрачным лицом бородач поднял взгляд и уставился на ученого средних лет, одетого в синюю мантию. Он опирался на небольшой смерч, а рукава его развивались на ветру. Он парил в воздухе, словно величественный бог, но важнее всего было то, что определить его силу было нельзя. Он не знал, что это за человек, но понимал, что человек этот отнюдь необычный. Ваше превосходительство вторглось на территорию богов озера и ранило многих моих учеников. Холодно произнес бородач. Ты не хочешь объясниться перед бандой огромной акулы? Объясниться. Спокойно рассмеялся маркиз Божественного Ветра, и ветер вокруг них усилился. Мощь ветра была ужасающей и напугала всех. Озеро 4 государств — это земли короля страны Южного Лета, а вы посмели организовать здесь банду. У меня нет слов. И вы думали, что вы будете год из года грабить корабли, а никто из страны Южного Лета не захочет с этим разобраться. Ты же один из 8 маркизов Южного Лета. Ты управляешь ветром, видимо, ты маркиз Божественного Ветра из Центрального государства. Поразился бородач. Маркиз Божественного Ветра был великой личностью страны Южного Лета, бородач перестал колебаться. Создав большую волну, огромная акула развернулась и уплыла прочь. 5-й мастер. Члены банды огромной акулы были поражены. 5-й мастер обладал беспрецедентной силой, но даже он отступил без боя. Раз уж пришел, выпей со мной чаю. Силуэт маркиза Божественного Ветра вспыхнул, и он остановил крупного бородача. Его правая рука превратилась в огромную руку длиной в несколько футов и схватила бородача. Я выложусь изо всех сил. Бородач схватил трезубец и призвал силу духовного источника. Не успел он атаковать, как трезубец ударила ладонь маркиза Божественного Ветра. Мощная сила отбросила бородача на несколько метров, а изо рта у него хлынула фиолетовая кровь. Маркиз Божественного Ветра непринужденно сложил руки за спиной, 7-й уровень пробужденной души. Неужели ты не достиг царства истинной души? Ты смеешь смотреть на меня свысока. Сердито взревел бородач и высвободил всю мощь своего духовного источника, огромной серебристой акулы. Бородач вскинул руки, и серебряная акула, нырнув в озеро, наполнила своей силой воду. Вода вокруг них бешено забурлила. На поверхность вынырнули несколько сотен акул, каждая из которых в длину достигала 3-4 метров, а тела этих акул состояли из воды. Они пронзили воздух, словно стрелы, словно у них были крылья. Их ужасающая сила могла уничтожить культиватора пробужденной души. Я позволю тебе увидеть силу, что мне даровали боги озера, бесчисленные акулы помчались к маркизу Божественного Ветра. Маркиз Божественного Ветра был потрясен, он и подумать не мог, что бородач окажется таким сильным. Обычный культиватор царства истинной души не мог отбить такую атаку. Однако он соперничал с одним из 8 маркизов Южного Лета. И этого было недостаточно. Песня меча ветра и облаков. Вокруг маркиза Божественного Ветра появились бесчисленные лезвия ветра, которые образовали бурю. Получив по 2-3 атаки, каждая огромная акула рассыпалась на капли воды. Это еще не конец. Сердито взревел бородач. Боги озера, дайте мне вашу силу. Капли воды замерли в воздухе и слились в огромную акулу. Несмотря на то, что создала акула была из энергии, она походила на живое существо. Плотная серебристая кожа казалась очень осязаемой. Она направилась прямо к маркизу Божественного Ветра. Маркиз Божественного Ветра щелкнул пальцем. К акуле устремилась масса меча. Огромная акула раскололась надвое, а бородача отбросила прочь. Пролетев несколько футов, он рухнул, словно капля воды. Какая мощь! Неудивительно, что он один из 8 маркизов Южного Лета. Моя банда огромной акулы запомнит это, жди моего возвращения. Намереваясь сбежать, бородач нырнул в озеро. Разве это может закончиться так быстро? Маркиз Божественного Ветра создал небольшой смерч, который размешал воду в озере и создал сильный вихрь. Вода поднялась в воздухе, а в ней виднелась фигура бородача. Маркиз Божественного Ветра взмахнул рукой и схватил бородача за горло. «Отпусти меня!» Бородач был экспертом истинной души, но в руках маркиза он походил на цыпленка, пытающегося освободиться. Использовав духовную энергию, маркиз Божественного Ветра запечатал силы бородача. Он был силен, поэтому наверняка был лидером. Взять его живьем было бы выгодно. 5-го мастера поймали.
Дело плохо, зовите других мастеров. Взволновавшись, пираты исчезли в глубинах озера. Маркиз Божественного Ветра не обратил на них внимания. Приземлившись на корабль, он швырнул бородача на палубу. Все были поражены до глубины души. Они знали, что Маркиз Божественного Ветра неимоверно силен, но и подумать не могли, что до такой степени. Это сражение выходило за пределы их представления, бородач запаниковал. Если с моей головы упадет хотя бы волос, банда огромной акулы не даст тебе уйти. Маркизы Южного Лета так сильны. Если ты потревожишь моего старшего брата и второго брата, тебе не миновать беды. Бородач был экспертом истинной души. Но 7-го уровня пробужденной души достиг лишь недавно. Поэтому он, конечно же, не мог сравниться с Маркизом Божественного Ветра или Чэнь Бин Юй. Но он хотел сказать, что в банде огромной акулы были люди и сильнее. Наньгун Юнь не удержалась от вопроса: насколько сильнее твой старший брат и твой второй брат? Что за чепуха? Вдруг оживился бородач. В банде огромной акулы больше 100 000 человек, а я лишь культиватор 5-го класса. Мой старший брат, второй брат, третий брат и четвертый брат заметно лучше меня. Вы вторглись в запретную зону богов озера и ранили помощников богов озера. Когда боги озера разозлятся, вас ждет лишь смерть. 100 000 человек. И как минимум 5 экспертов царства истинной души, Наньгун Юнь и остальные были поражены. Несколько напрягшись, Маркиз Божественного Ветра нахмурил брови. Попав в плен, он продолжает вести себя самонадеянно. Кажется, от него нет толку, его следовало убить одним ударом, но опять же. Если он не лжет. Если в банде огромной акулы действительно 100 000 человек, а 5 из них — эксперты царства истинной души, это значительные силы. Их Маркиз Божественного Ветра не боялся. Проблема заключалась в том, что у них была миссия, а они не могли тратить время. Если они начнут сражаться с бандой огромной акулы, сбежать будет нелегко. Под кораблями раздались взрывы, солдаты испуганно завопили: «Маркиз, дело плохо. Дно пробито. Наши корабли тонут». Что? Эти военные корабли были самыми быстрыми кораблями страны Южного Лета. Если они потонут, последствия будут невообразимыми. Не говоря уже о том, что погибнет больше 1000 солдат, а центральное государство не выполнит приказ правителя, а это будет уже очень серьезно. Маркиз. Впереди какие-то странные существа. Всмотревшись вдаль, они увидел несколько больших черепах, которые плыли к ним. На спинах черепах сидело больше сотни человек, вооруженных большими арбалетами. Худой мужчина средних лет поднял меч и сердито выкрикнул: «Отпустите 5-го брата. Иначе превратитесь в рыб». Воды забурлили. «Освободите 5-го мастера. Освободите 5-го мастера». Появились несколько тысяч членов банды огромной акулы. Размахивая оружием, они выкрикивали: «Пусть ощутят на себе гнев богов озера». Конец, всему конец. Побелела Мэн-Ин. Пиратов слишком много. На этот раз мы разворошили осиное гнездо. Ха! Захохотал бородач. Вот чем чревато оскорбление богов озера. Проклятие! Во взгляде Маркиза Божественного Ветра мелькнула холодная жажда убийства. Еще никто никогда не угрожал ему. Раз так, придется их всех убить. Пожалуйста, Маркиз, подожди. Подойдя к нему, Чутянь остановил его от убийства 5-го мастера. Нужно разобраться с пиратами. Оставьте его. Маркиз Божественного Ветра был невероятно сильным, поэтому его не смогли бы одолеть даже мастера банды огромной акулы. Но это была территория банды огромной акулы, как он мог справиться с ними в одиночку? В банде огромной акулы было больше 100 000 человек. Судя по всему, это было правдой. Они полагались на силу воды и водяных чудовищ, которые атаковали дно кораблей. Никто не мог остановить их. Маркиз Божественного Ветра был здесь не для того, чтобы останавливать пиратов. Если возникнут неприятности, а пираты причинят им вред, разве это не будет колоссальной ошибкой? Ярость безмольного правителя будет неслыханной. Хорошо, пусть живет. Маркиз Божественного Ветра знал, что у Чутяня в запасе много трюков, а с пиратами нужно было справиться как можно быстрее, поэтому он согласился. «Чэнь Бин Юй, помоги мне». Чэнь Бин Юй была товарищем Маркиза, поэтому протянула руку помощи. Без лишних слов она взмыла над озером. В один миг хлынула мощь холода, вода замерзла, а пираты, атакующие дно кораблей, оказались в ледяной ловушке. Взмахнув, Маркиз Божественного Ветра создал вихрь из лезвий ветра. 2 эксперта легко могли справиться с пиратами. Чутянь подошел к бородачу. «А теперь поговорим, сам то, что думаешь. Считаешь себя достаточно сильным, чтобы говорить со мной?» Сердито уставился на Чутяня бородач.
Убей меня, если можешь. Сотни тысяч моих братьев отомстят за меня. Думаешь, что можешь в плену вести себя так надменно? Пнула его Наньгун Юнь. Он так и напрашивается на избиение, так что дай мне его избить. Никогда прежде не била эксперта царства истинной души. Наньгун, не создавай проблем. Махнул рукой Чутянь. Ты подготовила то, что я просил. Наньгун Юнь поставила перед Чутянем ведро с озерной водой. Странно, зачем ты попросил воду? Чутянь поднял пятого мастера и окунул его голову в воду. Что ты делаешь? Чутянь сказал остальным: взгляните. Мэнин подошла первой и удивилась. Ах, невероятно. У него за ушами жабры. Это странное зрелище всех ошеломило, они недоуменно переглядывались. За ушами бородача виднелись жабры, через которые он дышал. Откуда на теле человека могут взяться жабры? Чудовище. Он не человек. От страха у солдат душа ушла в пятки. Боги озера существуют, они действительно существуют. С ужасом пробормотал старый проводник, которого нашел маркиз Божественного Ветра. Эти люди — слуги богов озера, вот почему они владеют такими силами. У нас проблемы. Боги озера будут гневаться. Глава 210, углубляясь в гнездо врага. Когда Чутянь вытащил голову бородача из воды, жабры на шее постепенно исчезли. Все были потрясены. Откуда у них взялась такая способность, такого явно нельзя было добиться с помощью культивационной техники. Я заметила странности. Пираты долго прятались под водой и даже добрались до дна наших кораблей. Закричала Наньгун Юнь, глядя на бородача широко распахнутыми глазами. «Говори, вы все чудовища. Говори правду, сейчас же». «Чудовище. Невежественная дура». Рассмеялся бородач и с гордостью произнес: «Это врожденные способности, которые нам даровал бог озера. Разве смертные способны это понять? В этих водах нет никого, кто посмел бы выступить против банды огромной акулы. Даже если приплыл сам король страны Южного Лета, ему пришлось бы заплатить за то, что он побеспокоил нашу банду». Сказав это, он окинул их презрительным взглядом. «Делайте, что хотите, пираты в водах озера 4 государств походили на рыбешек. Даже если страна Южного Лета отправит войска, поймать их будет невозможно. Когда банда огромной акулы ответит на вызов, озеро 4 государств окажется в их власти, а страна Южного Лета понесет серьезные потери. Дарованные богами озера». У всех по коже побежали мурашки. Лишь Чутянь насмешливо произнес: «Судя по всему, это не врожденное умение. Скорее, это проклятие». Проклятие. Проклятие богов озера, лицо бородача покраснело, и он сердито закричал: «Ты посмел оскорбить наших великих богов озера. Хватит притворяться. Что еще за боги озера? Они всего лишь вымысел». Чутянь уже все понял. Все, что ты сделал, так это открыл древнее наследие, лежащее на дне озера. Однако ты не ожидал, что за это придется заплатить страшную цену. Я прав. Ерунда. Сердито крикнул бородач. Банду огромной акулы благословили боги озера. Теперь нас больше 100 000, а озеро 4 государств, простирающееся на несколько тысяч миль, наши. Верно, вы получили способности морской расы и можете свободно перемещаться в озере 4 государств. Сможете ли вы вести себя так вольготно, когда покинете озеро? Ты, не дав бородачу ответить, Чутянь перебил его. В банде огромной акулы больше 100 000 человек и несколько экспертов истинной души. В стране Южного Лета они считаются бойцами 1 класса. Однако все эти годы банда огромной акулы не покидала озеро 4 государств и не захватила ни пяди земли. Можешь сказать, почему? Раз уж вы обладаете такой силой. Пятый мастер сплюнул. Естественно, ты не хочешь отвечать. Члены банды не могут покинуть озеро 4 государств, так ведь? Мэнин была похожа на любознательного ребенка, на лице у нее показалось любопытство. Вот почему они не могут жить на суше. Потому что банда огромной акулы получила наследие морской расы. Но получилось ли у них принять его? Наследство повлекло мутацию, которая заставила их страдать от проклятия руин. Покинув озеро 4 государств, они иссохнут и умрут. Наследие увеличило их силу, их тело обзавелись жабрами, чешуей и перепонками на руках и ногах. Превратившись в морской народ, они потеряли человеческое лицо. Презрение бородача сменилось гневом, а потом и потрясением. Что? Это была тайна банды огромной акулы.
Как мальчишка о ней узнал, это было очень странно и даже казалось невероятным, но неужели это стало понятно по лицу бородача? Существуют ли эти странные руины? Конечно же, да. Чутянь не раз читал о них в древних книгах и, естественно, понял, в чем сила банды огромной акулы. Чутянь нашел это очень странным. Почему маркиз Божественного Ветра не знал о мощи банды? Они были безразличны к славе и удаче, предпочитая низменную жадность, тогда зачем они стали пиратами? Убийства и грабежи причиняли бы им моральную боль. Они могли применить силу в другой сфере, а потом Чутянь увидел, как маркиз Божественного Ветра атакует банду огромной акулы, а они свободно плавают в воде и уклоняются от ударов. Потом, увидев фиолетовую кровь, Чутянь убедился, что дело в мутации. В этой эре было еще много руин и древних развалин, разбросанных по всему свету. Чутянь уже обо все догадался, но все же провел над бородачом эксперимент и убедился в своем предположении. Увидев у бородача жабры, присущие скорее морской расе, Чутянь понял, что был прав. «Да кто ты такой?» «Неважно», — сказал ему Чутянь, — «главное, что я могу помочь тебе и снять проклятие». «Невозможно». Бородач задрожал всем телом, а на лице отразилось недоверие. Он гневно закричал: «20 лет! Никто не может сбежать! Хватит меня обманывать! Тебе правда повезло, Бородач!» Подошла Мэн Ин. Чутянь — основатель торгового чуда. Если он говорит, что может это сделать, значит, он может. Чутянь из торгового чуда. Торговое чудо не поставляло свои товары, поэтому у торгового чуда закупались многие торговцы. Они покупали огромное количество товаров, отправляли его в другие страны и продавали по высокой цене. Несколько кораблей даже попали в ловушку банды огромной акулы, а один захватил лично Бородач, поэтому кое-что про торговое чудо он слышал. Неужели выродок, у которого на груди не было ни одного волоса, действительно был основателем торгового чуда? А если он и правда им был, банда огромной акулы получила наследие, однако оно их ограничило. Наследие сделало их сильнее, но лишило свободы. И изменить это было нельзя. Ты мне не веришь. Чутянь достал из тыквы небольшую красную бутылку. Наньгун, пусть выпьет это. Открыв Бородачу рот, Наньгун Юнь влила ему в горло алую дикость. Неожиданно Бородач содрогнулся и принялся извиваться от боли. Тело его окрасилось бледно-красным. Горячо. Горячо. Как горячо. Проклятие, чем ты меня напоил? Бородач ощущал, как его холодная кровь медленно наполняется странным теплом. Сила, укоренившаяся в его крови, постепенно исчезала. Как это было возможно, Чутянь приказал: «Порежь ему руку, посмотрим, как подействовало». Достав кинжал, Наньгун Юнь порезала ладонь Бородача. На палубу капнула кровь, но цвет у нее был не фиолетовый, а красный, цвет крови обычного человека. Бородач долго смотрел на кровь, которая медленно капала с ладони. Банда огромной акулы существовала уже 20 лет, и ни один не смог снять проклятие. Этот юноша дал ему странное лекарство. И почти устранил проклятие. Твои подводные способности у тебя останутся. Чутянь ощутил некоторую боль. Это была разбавленная кровь духовного бога, которую он еще не использовал. Лекарство сняло большую часть ограничений. С этого момента ты свободен. Ошеломленный Бородач наконец поверил ему. Если он сможет освободить всех членов банды огромной акулы, то станет для них великим благодетелем. Бородач рухнул на палубу. «Пожалуйста, господин, спаси нас». Чутянь спокойно произнес: «Пусть твои люди уйдут». «Да. Да». Бородач достал рог и с силой подул в него. Из воды вынырнули несколько сотен человек. У каждого были жабры. «Пятый мастер». «Не бойся, пятый мастер. Мы спасем тебя. Всем прочь». Бородач вдруг издал громкий сердитый крик. Проведя 20 лет в ловушке, банда огромной акулы наконец встретила спасителя. Выпадет ли им второй шанс? Сообщите командиру, что у нас почетный гость. Члены банды были поражены. Почетный гость, банда огромной акулы никогда не пускала в свои воды. Для богов озера это было серьезным оскорблением. И пятый мастер сегодня вел себя очень странно. Бородач сердито крикнул: «Вы все оглохли? Почему не уплываете?» «Да». «Слушаюсь». Члены банды огромной акулы отступили и исчезли в воде. Маркиз Божественного Ветра и Чэнь Бин Юй удивились и решили, что они боятся Бородача. Вернувшись на палубу, они увидели, что Бородач, почтительно склонившись перед Чутянем, серьезно смотрит на него. «Господин, прошу, помоги банде огромной акулы». Всего несколько минут, а человек так изменился. «Я правда могу помочь тебе и решить проблему с наследием», сказал Чутянь и, сделав паузу, добавил: «но цена будет велика. Скажи, почему я должен вам помочь?» «Верно.
Влезла в разговор Мэн Ин. Они убивают и грабят, должно быть, они плохие. Помогать злодеям мы не собираемся. Если они статут нормальными, то превратятся в бедствие для многих людей. Маркиз Божественного Ветра холодно произнес: банда Огромная Акула совершает преступления уже многие годы. Решив проблему громового государства, я лично очищу озеро 4 государств. Разве мы можем позволить им бесчинствовать и дальше? Бородач быстро ответил: у нас не было другого выхода. Маркиз, не нужно волноваться, Чутянь понял их ситуацию, потому что знал о наследии банды Огромной Акулы. Он сказал крупному бородачу: как насчет того, чтобы я отправился в ваше гнездо и поговорил? Что скажешь? Конечно, конечно. Брат Чу. Вышла вперед Фэн Цайды. Эти пираты жестоки, ты будешь в опасности. Маркиз Божественного Ветра тоже не хотел, чтобы Чутянь попал в беду. Пока меня защищает Чэнь Бин Юй, все будет хорошо. Можете остаться здесь и следить за ситуацией, уверенно сказал Чутянь. Успокойтесь, я совсем разберусь. В банде Огромной Акулы было много человек. Если с ними не справиться, то проплыть мимо будет невозможно. Заметив уверенность Чутяня, маркиз Божественного Ветра перестал его останавливать. Их сдерживало само присутствие маркиза Божественного Ветра, что они могли сделать. Чутянь взял с собой Чэнь Бин Юй и старика 5 Юй, и они, забравшись в небольшую лодку, поплыли в штаб-квартиру банды Огромной Акулы.